Поздним вечером Клавдию Ивановну разбудил громкий собачий лай. Отчего-то забеспокоился ее пес Тимоха, грозящий поднять на уши всю деревню. Женщина, накинув на плечи теплую шаль, вышла во двор. Жила Клавдия Ивановна одна, а потому надежда на защиту была у нее только на верного пса. «Ну, ты чего шумишь, Тимоха?» — спросила женщина пса, который всем своим видом давал понять, что очень взволнован. Он ни секунды не мог устоять на месте, так бы и рванул, но цепь не давала. Весна, наверное, манит бедолагу своим сладким голоском. Подумала Клавдия, обратив внимание, что пес выразительно смотрит на сарай и нетерпеливо машет хвостом. «Ну вот еще. Что же там стряслось? Кого принесло к нам на ночь глядя?» — спросила женщина и медленно подошла к сараю. Дверь была приоткрыта. Присмотревшись внимательнее, Клавдия увидела, что там волчица. Видимо, острая нужда заставила хищницу искать помощи у человека, подумала женщина. Волчица тем временем не подавала никаких признаков беспокойства или страха. Она лежала на боку и часто дышала. Клавдия Ивановна подошла ближе и увидела, что волчица ранена. У ее холки запеклась кровь, и было видно, что ранение она получила недавно. «Снова начальство с города на охоту приехало», — сказала женщина. Умело промыв рану волчицы, она приложила к ней измельченный подорожник. Хищница выразительно посмотрела старушке в глаза и лизнула ей руку. «Милая, ты чего? Тебе о детках нужно думать. Родишь ведь скоро. Детишки — это самое первое счастье. Я вот своего не уберегла, теперь и маюсь», — грустно добавила женщина, вспомнив о сыне. Виктор погиб 3 года назад в окрестных лесах. Говорили, что местные браконьеры к этому руку приложили. Не хотелось председателю, чтобы этот случай получил широкую огласку. Вот и торопил он местного участкового, мешая расследованию. Клавдия воспитывала сына в одиночку, с детства привив ему любовь к природе. Поэтому, когда Витя вырос, он стал егерем. Отец ушел из семьи, когда мальчику и года не было. Женился он здесь, в родном поселке. Да, только семьи крепкой у них не вышло, да и детишками обзавестись не успели. Коварная смерть нарушила их планы. Ведь через год Виктор погиб, отстаивая право животных на спокойное существование. Браконьеры в те времена лютовали жутко, и смерть егеря была всем на руку. В общем, осталось у Клавдии в память о сыне лишь стопка фотографий. «Эх, к чему душу рвать?» — подумала женщина, переключив внимание на волчицу. Лесная гостья уже освоилась и чувствовала себя гораздо лучше. Вдруг где-то в ночи раздались выстрелы, а через пару секунд ветер донес до поселка отголоски волчьего воя. Волчица вздрогнула и с беспокойством посмотрела в сторону леса. «Не бойся, матушка, тебе теперь ничего не угрожает». «Браконьеры опять распоясались», — сказала старушка. Нового егеря на их участок еще не прислали. Не хотел никто идти сюда. Все были наслышаны о том, что здесь председатель и его родственники все решают. Утром Клавдия Ивановна пошла в поселок за молоком для волчицы. Жила она на отшибе, почти у самого леса, и местные жители считали ее отшельницей, а злые языки и вовсе называли ведьмой. Тем временем деревня полнилась слухами. «Опять волки 3 баранов задрали», — жаловался Семен, зажиточный фермер. «Скажите, а когда перестанет бездействовать власть?» — жаловался Егор, местный охотник. Все знали, что он браконьер вовсю, но предпочитали держать язык за зубами. Поговаривали, что вводит он дружбу с какими-то темными личностями, похожими на уголовников. Нужно отстрел организовать, охотников с окрестных районов подключить, а то скоро нас самих волки сожрут», — злобствовал фермер. Клавдия только головой покачала. Знала она, что каждый из присутствующих преследовал лишь свою алчную цель. В защиту волков выступил молодой лесник.
Что же вы делаете? К чему проливать кровь невиданных животных? Каждый знает, что волк ради забавы никогда не будет нападать на скот. Значит, напуганная вырубкой леса, дичь ушла дальше. Хорошо тебе рассуждать, когда у самого за душой нет ничего, кроме избушки. Думаешь, мне легко ежедневно терпеть убытки от пропажи скота? Ответил фермер. В общем, на собрании, организованном председателем, было решено начать отстрел волков. А Клавдия Ивановна спешила поскорее добраться домой, чтобы накормить обессиленную волчицу молоком. Открыв дверь сарая, она увидела, что у серой мамы уже отошли воды. «Бог ты мой, ты уже рожать надумала, милая?» — воскликнула старушка и принялась гладить волчице живот, чтобы облегчить схватки. Было видно, что волчица была неопытна и испытывала сильную боль. «Ничего, потерпи, девочка. Сейчас станет полегче. Дыши, только не переставай дышать», — ласковым голосом подсказывала Клавдия. Роды прошли крайне тяжело, измотав как женщину, так и волчицу. На свет появились 3 здоровеньких малыша. При виде копошащихся серых комочков у Клавдии навернулись слезы. Волчица лежала на боку, обессиленная событиями последних дней. Теперь в жизни женщины появились новые хлопоты. Она старалась помочь молодой волчице, у которой пропало молоко, подкармливая ее бульоном и отварным мясом. Малышей Клавдия Ивановна поила молочком из пипетки. Волчата привыкли к ее запаху и считали ее своей второй мамой. Забота и хорошее питание сделали свое дело, и вскоре волчица полностью оправилась от ран. Клавдия Ивановна назвала ее графиней. Уж очень благородный был у нее вид. Теперь она могла выходить во двор, а иногда и в лес. Отсутствовала серая мама обычно недолго. Вероятнее всего, она охотилась. Ведь графиня всегда приносила с прогулки тушки зайцев, сусликов или перепелов. А тем временем ситуация в поселке накалилась до предела. Пропажи скота с поразительным постоянством повторялись каждую ночь. Из района прибыло 2 десятка охотников со собаками. И, слившись с местным отрядом под руководством браконьера Егора, принялись методично прочесывать лес. Шум стоял невообразимый. Лай собак, треск выстрелов и крики охотников слились в единую жуткую симфонию. Волчья стая разделилась на 2 части. Одну половину почти полностью истребили живодеры, а второй удалось укрыться, растворившись в лесной чаще. Это был триумф Егора, и он буквально наслаждался моментом славы. 10 волков пали жертвами его кровожадной натуры. Председатель лично выписал ему денежную премию и пообещал поговорить в районе о том, чтобы его назначили егерем. Все посчитали, что даже если часть волков и уцелела, то навсегда ушла из этих мест. Каково же было удивление местных жителей, когда утром фермер Семен начал свой день с руганий и проклятий в адрес серых хищников. Да что же это происходит? Снова пропало. 2 овцы и молодая телочка. За что мне это все? Когда прекратятся эти бесчинства? А Клавдия Ивановна, как обычно, несла отварное мясо для волчат и их матери. Открыв дверь, она буквально оторопела. На нее из глубины сарая смотрело как минимум 7 пар волчьих глаз. Они не боялись и не рычали, но при этом следили за каждым шагом женщины. Скорее всего, молодая волчица привела их сюда, чтобы уберечь от кровожадных браконьеров, которые открыли на них самую настоящую охоту. Это были остатки волчьей стаи, которым удалось скрыться от расправы. Да что же это происходит? Нельзя же так бездушно истреблять животных! Схватилась за голову Клавдия Ивановна. Старушка, не в силах сдержать негодование, отправилась прямиком к председателю. «Андрей Васильевич, до каких пор будет царить это беззаконие? По какому праву вы даете лицензии на отстрел волков?» «Вы что, Господь Бог?» — начала с порога Клавдия Ивановна. «Ну ты не забывайся, женщина, что на моей стороне закон.
А то вы привыкли с сыночком своим покойным играть в детективов. Огрызнулся председатель, чувствуя, что наговорил лишнего. Клавдия побледнела и моментально изменилась в лице. Такого ответа она не ожидала и очень сильно негодовала по этому поводу. «Ладно, пеняйте на себя, но запомните, я этого так просто не оставлю. Помяните мое слово. Если будет нужно, то дойду до самого губернатора, но шайку вашу разгоню», бросила на прощание возмущенная таким отношением женщина. Председатель лишь усмехнулся. Не верил он, что старушка сможет принести ему вред. Клавдия Ивановна не знала, к кому можно обратиться со своей просьбой, ведь у нее укрывалось по меньшей мере 7 волков с детенышами. Но помощь пришла оттуда, откуда ее совсем не ждали. Лесничий Сергей был очень внимательным и исполнительным сотрудником. Поздним вечером он увидел, как стайка волков проследовала во двор Клавдии Ивановны. Его удивило то, что ее сторожевой пес даже не поднял лай. Видимо, подобное зрелище он видел уже не раз, поэтому привык к лесным гостям. Лесник понимал, что женщина помогает волкам по доброте душевной и не хотел, чтобы о тайне кто-либо узнал. Раньше он был коллегой и лучшим другом ее сына Виктора. После его гибели парень не мог найти себе места от горя и отчаяния, ведь в тот день они должны были вместе отправиться на обход, а Сергей не смог, задержавшись в районе. У парня созрел план. Он решил снять обвинение с волчьей стаи. Лесничий знал, что каждую ночь у фермера пропадает скот. Но так как это были не волки, тогда кто же это мог быть? Лесничий знал, что каждую ночь у фермера пропадает скот. Но так как это были не волки, тогда кто же это мог быть? Вечером Сергей расставил специальные ловушки на тропе, ведущей к ферме. Теперь никому не удалось бы уйти незамеченным. О своих намерениях он рассказал участковому. И вместе мужчины решили выступить в роли охотников. Притаившись, парни стали ждать. Очень долго. Ничего не происходило, а где-то около 12 часов ночи они услышали громкий крик, раздавшийся со стороны ловушек. «Есть! Клюнуло!» Азартно вскликнул лесничий и побежал на звук. Когда они поднялись выше, то от увиденного едва не выронили фонари из рук. Луч осветил фигуру, попавшую ногой в петлю. За собой он вел двух молоденьких барашков. Мужчина показался участковому знакомым, и он воскликнул. «Да это же Петька Синицын, зять председателя». Сергей осветил профиль подельника-негодяя. Он сжался к изгороди, пытаясь раствориться в ночи. «Сними-ка накидку», — распорядился участковый. Незнакомец нехотя откинул капюшон, и все ахнули. Им оказался тот самый фермер, который вопил о пропаже скота и призывал учинить расправу над волчьей стаей. Вот это поворот, Семен. Фермера и председательского зятя взяли под стражу. А утром весь поселок гудел от очередной шокирующей новости. В доме зятя председателя провели обыск и к великому изумлению нашли ружье. Его узнали сразу, ведь оно принадлежало убитому 3 года назад егерю. Там была именная гравировка с его инициалами. Допрашивать Петра Синицына стали теперь районные следователи. Они быстро разобрались во всем. Фермер, зять председателя и Егор-браконьер сколотили шайку по нелегальной добыче янтаря у реки. Они случайно обнаружили там карьер с богатыми месторождениями ценного камня. Но для осуществления своих планов им мешала волчья стая и егерь, знавший о карьере. Несчастного Виктора застрелили 3 года назад, а теперь решили извести волчью стаю под предлогом того, что они воруют скот. Преступной троице грозит уголовное наказание и внушительный срок. А волки теперь смело могут возвращаться в лес. За это время волчица и детеныши очень привязались к старушке и остались у нее. А недавно в жизни Клавдии Ивановны случилась радостная новость. Как-то вечером ей в дверь постучали. «Кто там?» «Татьяна. Мы с сыном вашим встречались когда-то».
Открыв дверь, старушка увидела молодую женщину, которая держала за руку мальчика лет 7. «Здравствуйте, Клавдия Ивановна. Меня зовут Татьяна, а это ваш внук Артем», — радостно сказала гостья. «О, Господи, радость-то какая!» «Внук? Я и не знала. Проходите, я вас чаем напою», — радушно предложила Клавдия. За чаем Таня рассказала, что совсем недавно узнала о смерти Виктора от знакомых. После расставания с Виктором Татьяна так и не смогла устроить свою жизнь и в одиночку растила сына. Она была сиротой, и ей не хватало душевного и родственного тепла. Вот и решила она переехать к Клавдии Ивановне. Пусть бедняжка на старость лет порадуется внуку. Клавдия. Ивановна и Татьяна сразу понравились друг другу, словно были знакомы много лет. Теперь Артемка играл с подросшими волчатами. Графиня подпустила его без всякой опаски, признав в нем ребенка. А однажды до Клавдии Ивановны в гости зашел лесничий Сергей. Он принес волчице и детенышам мясо и костей. Встретившись глазами с Татьяной, он смутился и покраснел. Женщина откровенно понравилась ему. Узнав, что сынишка у нее от его лучшего друга, он стал еще чаще захаживать в дом. Клавдии то воды с реки принесет, то дров наколет. Мужские руки всегда в поселке в цене. Сначала Татьяна и Сергей прото переглядывались и смущенно улыбались, а потом с одобрения Клавдии Ивановны стали встречаться. Через полгода они поженились. Поговаривают, что Таня ждет ребеночка, а это значит, что в скором времени у Артемки появится братик или сестричка, а в доме Клавдии Ивановны будет чаще звучать детский смех. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.